Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Xstitch Vibes. Сегодняшнее видео я хочу посвятить своему новому старту, а точнее рестарту, потому что сюжет, который я вам сегодня покажу, я начинала уже дважды, но по тем или иным причинам эти отшивы не состоялись. Об этих причинах я расскажу вам чуть позже. И как вы можете понимать по тому, что лежит у меня на столе, этот сюжет вот такой вот сэмплер от компании My Big Toy Cross Stitch Designs, и называется он To Everything There Is a Season, что в переводе на русский означает «всему свое время». Ну и давайте расскажу немного предысторию, как вообще я вышла на этот сюжет. В конце 2019 года, не в самом конце, а где-то осенью, на просторах вышивального интернета я увидела отшив, который меня просто покорил. И покорил он меня не столько своей красотой в плане подбора материалов, сколько словами, которые там были написаны. Это был отшив первого послания к Коринфянам. Ссылку на тот отшив, который я увидела и о котором я сейчас рассказываю, я оставлю. Можете пройти по этой ссылке в Инстаграме, посмотреть. У девушки, автора этого отшива, уже оформлена эта работа. Просто полистайте ленту, посмотрите, полюбуйтесь. Работа действительно выполнена очень красиво. И я увидела эту работу, меня покорили слова. Конечно же, я знала о первом послании к Коринфянам, его текст ранее, но это не то, о чем помнишь каждый день, и не то, что прям каждый день у тебя на слуху. И просто когда я увидела, что есть вышивка вот с таким потрясающим текстом, то есть не просто какой-то сюжет, а именно вот такое вот целое выражение, которое, более того, очень красиво проработано. Я сейчас говорю о схеме, да, о том, как расположены слова, какие там элементы присутствуют. В общем, все вот это в совокупности с тем смыслом, который вложен в эту вышивку, в этот сюжет, меня просто покорило до глубины души. И я решила, во-первых, найти такую схему, а во-вторых, ознакомиться с тем, что есть еще у этого производителя. Потому что тогда я уже сразу подумала, что наверняка есть что-то еще. И я стала искать эту схему, где же ее можно купить. Конечно же, я пошла на 1, 2, 3. И там действительно представлен широкий ассортимент схем вот этого производителя. Оказалось, что это христианская компания. Они об этом пишут у себя, вот на обороте схемы, где у них ключ, там вот они об этом пишут, поэтому большая часть их сюжетов, она так или иначе связана с темой Бога, с темой Библии, с темой каких-то религиозных текстов, и многие сюжеты их, они действительно очень религиозные, и глядя на них, ты понимаешь, что речь идет о христианстве напрямую, это текст религиозный, то есть многие тексты имеют вот прям такой явный религиозный посыл, да. Я человек не религиозный, и, конечно же, такие тексты вышивать мне не хотелось и не хочется, поэтому я так, пролистала все, что есть у этого производителя, поняла, что все-таки мне нравится больше всего первое послание к Коринфянам, потому что оно не настолько религиозно, да, то есть там слова, которые могут просто быть как жизненная мудрость, как философская мудрость, как некий жизненный девиз, вот что-то в таком роде. И потом я случайно среди всего того, что я смотрела на 1, 2, 3 у этого производителя, я увидела вот этот сэмплер. И на тот момент эти слова оказались для меня гораздо более актуальными, чем первое послание к Коринфянам. То есть вот на тот жизненный момент вот эта вот надпись, она была прям в точку. И я была просто поражена. Конечно же, я слышала это выражение «всему свое время», да, там знала вот, что есть продолжение и так далее. Но опять же, я говорю, это не то, о чем ты думаешь каждый день, и не то, что попадается тебе где-то на глаза, где-то на слуху ежедневно. И поэтому, когда я увидела, что есть вышивка вот по этим словам, когда я полностью прочитала этот текст, то я поняла, что мне нужно сначала не первое послание к Коринфянам, а вот это вот.
На английском я не буду вам сейчас этот текст зачитывать, но зачитаю его на русском для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, потому что не у всех хорошо с английским, да, у меня в том числе. И интереснее, конечно, будет, если знать, о чем говорится, да, а с экрана переводить неудобно, поэтому давайте я сейчас зачитаю перевод. Всему свое время и время всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Это полностью перевод вот этого текста, который есть у нас на схеме. И эти слова, несмотря на то, что с 2018 года у нас прошло уже несколько лет, они для меня все равно актуальны, мне очень нравится эта мудрость. То есть для меня в этом отрывке нет какой-то привязанности к тому, что это отрывок из религиозного текста. В общем, нет никакой религиозности для меня в этих словах. Для меня это просто мудрость, философия, и мне просто близки эти мысли, да, и поэтому мне хочется их вышить, и чтобы у меня это висело дома. И вот, в общем, в 2018 году я увидела эту схему. Конечно же, я ее сразу же захотела себе, добавила в виш-лист, и на новый 2019 год у меня эта схема уже появилась. Но вышивать начала я ее не сразу. Начала я где-то в марте 2019 года. И на тот момент я не так сильно увлекалась разными заменами в вышивке, поэтому мои замены здесь были минимальные. Единственное, по ключу здесь предполагается вышивать двумя цветами. Давайте я чуть-чуть поближе поднесу сейчас, чтобы можно было посмотреть на эту схему. По ключу предполагается вышивать двумя цветами ниток. Это 930 цвет и 902. То есть 930 это у нас вот такой вот синий цвет, и 902 это, ну вот он такой красновато-бордовый немного. Также предлагается, есть рекомендации там по поводу основы, но так сложились обстоятельства, что к тому моменту передумала вышивать одну большую работу, на которую у меня лежал практически метр Белфаста в цвете 786. И я решила, что как нельзя кстати этот цвет будет подходить вот сюда. Но чтобы как-то немножко сделать поинтереснее эту работу, я решила вместо бордового цвета ниток вышивать бисером. То есть вот этот цвет заменить на бисер. Я купила обычную пресиосу где-то у себя здесь в магазине в городе, бордового цвета, и, в общем-то, вот так я начала вышивать 930 нитками синего цвета, бисером бордовым на основе Belfast 786. Сейчас я вставлю фотографию, как это выглядело. Вышивала я этот сюжет в 2020 году, вернее, в 2019 году. Вышивала ни шатка, ни валка. Вот что-то все было не так. Во-первых, ткань была очень широкая. У меня не было такой широкой рамы, поэтому мне приходилось подворачивать края. Из-за этого у меня была не очень хорошая натяжка в плане ровности, да, то есть, когда вышиваешь, видно, что работа как бы вот так вот перекошена. Ты понимаешь, что, ну, как бы все ровно, и потом все будет ровно, да, когда ты это снимешь. Но в процессе это было эстетически не очень красиво. Плюс вот эти вот подвернутые края тоже доставляли мне определенные неудобства. И поэтому работа вышивалась как-то вот очень медленно. К тому же я не была вообще готова к сэмплеру. Сэмплеры вообще очень обманчивые. Когда я смотрела вот просто на эту схему, я думала, да что тут вышивать? Ну, буковки, ну, слова. Ой, да быстренько разберусь с этим всем. Оказалось по факту, что это очень большая работа. И на Белфасте в 32 каунт она будет, ну, примерно так округляя, 40 на 60 сантиметров.
То есть это довольно-таки большая работа. Я об этом подумала только тогда, когда эту работу получила, ну, то есть когда получила схему, когда начала смотреть ее размер, только тогда до меня дошли ее масштабы, и я такая думаю, вау. Но все равно я до начала отшива думала, что я справлюсь очень быстро, потому что кажется, ну что тут вышивать, тут же не полная зашивка. Но на самом деле сэмплеры очень обманчивые, и можно думать, что я вышью что-то там очень быстро, ничего там сложного нету, не полная зашивка и так далее, но получается совсем не так. Получается, что сэмплеры отнимают очень большое количество времени, и несмотря на свою вот такую кажущуюся легкость, они достаточно трудоемкие. И я оказалась к этому не готова. Это был мой первый подобного рода опыт вышивки, и я ожидала расправиться с этим всем быстро, но по факту все занимало очень много времени, и поэтому вот как-то я все время откладывала эту работу. И откладывала я ее до 2020 года. В начале 2020 года я ее решила немного повышивать, повышивала, попыталась переорганизовать процесс, пыталась вышивать на пяльцах, на круглых нурге. Но весной 2020 года у меня случился какой-то такой вышивальный переворот. Я тогда выкинула 3 или 4 начатых процесса на тот момент. И среди них был как раз вот этот сэмплер. Я поняла, что я не хочу его продолжать, потому что мне не нравится то цветовое решение, которое вот на нем было. То есть то, что предлагает производитель, да, плюс вот моя замена бисера. Я поняла, что мне такая цветовая тема вообще не подходит, мне не нравится, и я не хочу это все продолжать. Поэтому от этого отшива я избавилась, и как бы тему этого сэмплера решила для себя так немножко отодвинуть. Думаю, ну, когда-нибудь я придумаю, созрею, и тогда уже начну. Ну и прошло совсем немного времени. В том же 2020 году весной я нашла для себя новое решение для этого дизайна. Я взяла основу Belfast также в цвете нуга, это 3021. Взяла нитки 3371, это такой темно-темно-коричневый цвет. И взяла бисер Тоха такого сложного фиолетового цвета. Честно говоря, номер вот так вот навскидку не помню, но если вдруг кому-то понадобится, то могу потом написать в комментариях. И также сейчас буду вставлять вам фотографии, на которых будет и сэмплер в новом варианте, и оба эти сэмплера вместе, потому что я оставляла вот кусочек, да, то есть я отрезала нижнюю часть, но верхушку отшитую оставляла, потому что просто хотела потом сравнить. И, значит, я начала заново этот сэмплер на том, на чем выбрала, но все равно, то есть визуально мне все нравилось, но в плане организации процесса, опять же, у меня все было неудобно, потому что рама у меня была та же самая, я точно так же организовывала этот процесс, и также мне было неудобно, но тем не менее как-то более-менее дело двигалось, как-то я побольше этому процессу времени уделяла, пока однажды вдруг не случилась такая вот история, каким-то неведомым образом я раскрутила всю работу, то есть неведомым не в том плане, что я не знаю, как я ее раскрутила, я не знаю, почему я вдруг решила, я ее раскрутила, и опять же каким-то неведомым образом я решила пересчитать основу, и тут я поняла, что я очень сильно лоханулась, потому что я заказала отрез, в котором оставались очень маленькие отступы по длине, но по памяти того первого куска, который у меня был в длину практически метр, потому что я собиралась, да, вот такую гигантскую работу я собиралась вышивать, по памяти того куска, то есть я забыла, что тот кусок у меня был метровый, я подумала, что он тоже был 50 на 70, да, вот эти самые большие стандартные куски из шелковой нити, и там я отступала очень большие поля, но там мне, естественно, всего бы хватило в первом варианте, во втором я отступила такие же большие поля, но я не учла, что кусок у меня меньше, то есть я просто запуталась в этих размерах,
И оказалось, что я отступила настолько много, что теперь у меня не входит сколько-то сантиметров работы. Ну, там не входило то ли сантиметров 10, то ли сантиметров 5, я уже не помню точно. И я, естественно, начала думать, что же делать. Первой мыслью было, конечно же, бросить, но потом мы с подругой посоветовались, обсудили эту тему, и она мне предложила просто начать вот в этом сэмплере уменьшать какие-то слова. И я начала просчитывать, как я могу уменьшить, допустим, вот эти слова, как я могу что-то переделать. И поначалу я после вот этих первых мыслей все выкидываю, а потом я решила, что ну нет, у меня и так уже отшито, у меня было вот так вот где-то отшито. Ну, я думаю, на фотографиях вы уже посмотрели. Я решила, что ну нет, ну столько уже вышито, и второй раз я уже начинаю, да, ну надо уже закончить. Я решила, что буду уменьшать слова, что-то переделывать в схеме немного, чтобы у меня все вошло. Но прошло еще какое-то время, и я поняла, что я не хочу этим всем заниматься. Мне это не интересно, что-то в этой схеме менять. Я хочу просто брать и вышивать, потому что она очень большая, и в этой схеме что-то переделывать – это большой труд, на который я была не готова. И, в принципе, и сейчас я этим не готова. То есть, если я сейчас в третий раз что-то сделаю не так и где-то ошибусь, или мне чего-то там, допустим, окажется, что я опять прокололась тканью, но вроде бы все окей, не должна я в этот раз тканью проколоться, но, допустим, если что-то в этот третий раз пойдет не так, и работа моя будет под угрозой, то, поверьте мне, я эту схему сожгу на перекрестке 4 дорог, развею ее по ветру, закопаю в землю, пущу по воде, чтобы точно больше никогда не возвращаться к этому сюжету, потому что даже моему терпению есть предел. То есть вот третий раз или сейчас, или никогда. Так что вот так вот. И во второй раз я этот кусочек я отрезала, выкинула, и тогда я была настолько зла, что у меня вот так вот получилось второй раз, никак не складывается, работа большая. Я поняла, что я не хочу вообще про нее думать, я убрала эту схему просто в дальний угол, я пыталась ее продать, эту схему, но она не продавалась, потому что, да, сюжет очень специфический, он очень на любителя, он абсолютно не массового пользования, так скажем, потому что, ну, даже несмотря на то, что здесь нет какой-то прямой вот религиозности в этом тексте, да, но все равно это сэмплер, это большой текст, он большой. Плюс текст на английском языке далеко не все любят. Многие меняют, многие как бы приверженцы вот именно русских надписей, русского текста. У меня, к слову сказать, такого нет. Я не люблю кириллицу в вышивке. Для меня она не очень изящно в вышивке, так скажем. Латиница для меня выглядит более адаптированной, что ли, к вышивке. Ну, как бы вот английский язык вообще, мне кажется, очень хорошо ложится на вышивку, в отличие от русского языка. Но это сугубо мое мнение, сугубо мой взгляд. У вас он может быть совершенно другой. И ничего такого в этом нету, да, все мы разные. Вот, в общем, попытки продать эту схему не увенчались у меня успехом, она у меня так и осталась, и лежала, и я, в общем-то, не строила никаких планов по отшиву этой схемы, вообще никак, но так или иначе в голове она у меня все-таки вертелась, и в какой-то момент этой осенью я задумалась о том, в каком бы виде я хотела ее видеть все-таки. Я понимала, что в третий раз, если я буду начинать, то тем вариантом, который у меня был во второй раз, да, он мне нравится, он красивый, ну вот тот отшив, который на Белфасте Нуга. Но в третий раз я им вышивать не буду, потому что мне будет скучно. То есть, ну, сами понимаете, мало кто любит вышивать одну и ту же работу по нескольку раз. Все-таки это определенное должно быть отношение к работе, чтобы на такое решиться. Это, ну, довольно-таки скучно вышивать одно и то же по нескольку раз. И я это понимала, и понимала, что для того, чтобы как бы подогреть свой интерес, да, и именно чтобы у меня как-то отшив шел поживее, да, мне нужно придумать какой-то третий вариант, как, ну, в общем, цветовое решение, да, вернее, решение по материалам.
третий вариант для этой работы. И это решение ко мне пришло. Сейчас я вам покажу, что у меня есть. Я уже начала эту работу, уже немного отшила, и давайте уже я буду показывать, какое же решение у меня в третий раз. Ну и вот что же у меня есть на текущий день в третий раз с этой работой. На сегодняшний день я, кстати, гораздо лучше организовала свой процесс. Во-первых, я все-таки купила раму, подходящую по размеру. Хоть я и не планирую больше вышивать каких-то таких больших работ, но я поняла, что если опять я буду подворачивать края на той раме, которая у меня есть, то все закончится тем, чем уже заканчивалось 2 раза. Поэтому мне нужна большая рама. И я решила не пожалеть денег, потратить на эту раму. Думаю, пускай лежит, мало ли, может быть, когда-нибудь пригодится. В общем, рама у меня здесь на 56 сантиметров. И основа шириной у меня здесь 55 сантиметров. То есть, видите, вот прям тютелька в тютельку у меня все вошло. Это рама от Arabesque. Заказывала на Wildberries. Рама от Arabesque мне нравится. Потому что на рамах я, в принципе, вышиваю не часто. Я не горю желанием вышивать какие-то большие работы. И, ну, как бы это вот исключение, так скажем. А так я ничего... В сторону больших работ я не смотрю. Что еще хотела сказать по поводу этой рамы? Также, когда покупала эту раму, я заказала боковую натяжку, также на Wildberries, потому что в прошлый раз у меня вот здесь вот все очень сильно провисало. Но я поняла, почему у меня провисало. Когда мне пришла вот эта рама, и вообще, когда я начала этот процесс, начала натягивать ткань, видите, да, что я вот здесь вот отступила. Вот, я... планку не поставила на самую крайнюю, вот эту вот, на самое крайнее отверстие. Я сделала вот так вот поуже. Сделала я это по той причине, что подумала, мне все равно будет неудобно тянуться наверх, я все равно буду перетягивать ткань и вышивать вот где-то снизу, как мне удобно. Поэтому для чего мне вообще вот это вот широкое поле, пускай будет поле поуже. И оказалось, что я... ну, вот так вот, совершенно не думая об этом, да, но сделала себе очень удобно, потому что, во-первых, из-за того, что я натягивала вот такое вот узкое пространство, у меня гораздо легче натянулась основа. Вообще, натянуть Белфаст на раму в предыдущие 2 раза было для меня какой-то проблемой. Он все время перекашивался, все время это было неровно. Ну, грубо говоря, вот эта линия, да, она могла быть, ну, очень сильно там закошенной как-то, да, что вот просто мне эстетически было неприятно. Ну и плюс это неудобно вышивать все-таки. Когда вышиваешь, хочется, чтобы все было ровно, потому что, ну, так легче просто вышивать, чем с какими-то даже небольшими перекосами. То есть, благодаря вот этой вот сузившемуся вышивальному полю у меня легче и ровнее натянулась ткань. С первого раза я вообще была просто поражена, такая думаю, ух ты, может быть, это знак, что в этот раз все закончится благополучно. И, во-вторых, из-за сузившегося поля у меня здесь... Ну, конечно, есть как бы вот момент, да, то есть не прям там все плотно так держится, но нет такого провисания, как это было вот в первые 2 раза, когда я прям пришивала по краям нитками, потому что у меня не было боковой натяжки, и я просто вот так вот нитками пришивала, ну, тоже так себе удовольствие. И когда я здесь вот так вот все натянула, вот так вот потрогала, думаю, а мне и нормально, я и не буду пока боковую натяжку использовать, поэтому пока я вышиваю без боковой натяжки, мне все хорошо. Если вдруг меня перестанет это устраивать, то я всегда могу достать ее и тут все сделать себе. Ну и если говорить по материалам, то мне хотелось чего-то винтажного, такого с налетом времени, немножко готичного, немножко мрачноватого. В общем, чтобы никакого мимими, никакого зефира, никакой ванильности, а что-то такое вот посерьезнее мне хотелось. И я выбрала Белфаст снова в цвете 326, называется он «Грязный лен». Насколько я могу видеть, он вам сейчас немного засвечивается. Давайте я сейчас попробую положить белый листочек, хотя вот у меня стол белый, в принципе, вроде бы должно бы работать то же самое, что с белым листком, но, видимо, не работает. Давайте попробую положить белый листок, посмотрим, что будет. Да, вот я прикладываю белый листок, и становится цвет
такой, какой он есть в жизни. Нравится мне очень эта основа, и для меня это был немножко даже момент такой смелости взять эту основу, потому что я рассматривала, то есть я знала, что я хочу какими-то темными нитками. Мне хотелось взять те же самые нитки 3371, вот такие вот нитки мне хотелось взять, вышивать, потому что у меня их осталось много с предыдущего сэмплера, и как бы я думала, ну логично, нитки хотя бы взять те же самые. И я думала брать цвет какой-то светло-бежевый, то есть что-то типа 309 цвета. Но что-то меня смущало. Мне казалось, что будет как-то это очень-очень контрастно, как-то это будет, ну, слишком выделяться будут эти нитки на вот этом светлом цвете основы, и я просто копалась в запасах своей равномерки, и у меня был вот такой вот отрез вот этого Belfast 326 цвета, был минимальный размер, я его брала просто на пробу, и вот я приложила эти нитки и вообще посмотрела на этот цвет, и мне понравилось. Сначала мне показалось, что это очень смело, что это очень темная основа, и как это вообще будет выглядеть на стене там и так далее. Не будет ли это каким-то темным пятном таким или еще что-то такое. Но потом как-то я, не знаю, осмелела в этой мысли и все-таки решила взять эту основу. Но по ниткам у меня потом произошли изменения. В общем, я не буду долго растекаться, почему и как, и что я меняла, потому что несколько раз у меня нитки менялись. Давайте я вам расскажу об итоговом варианте, который есть у меня на сегодня, чем я сейчас вышиваю. Я вышиваю, давайте сейчас положу вот это вот сюда, чтобы напомнить, да, какой у меня будет сюжет в итоге. Давайте буду вот так вот на листке вам показывать. Надеюсь, видно, какой это цвет. Это цвет 3021. Он такой серовато-коричневый и немножко какая-то зеленца, как мне кажется, в нем есть. Надеюсь, вам видно и фокус работает, потому что мне не очень хорошо видно, что я там вам снимаю. И я решила, что этот цвет, он будет у меня основным цветом в работе. То есть им будет вышиваться большая часть работы. И в качестве акцента у меня будет идти бисер. Бисер Mill Hill. Вот такой вот он. Это петит. Он кажется черным, но на самом деле он очень темно-коричневый, и коричневый подтон видно только если рассматривать его очень близко. Вот так вот просто, даже на расстоянии 15 сантиметров он выглядит как черный. Он матовый. И сейчас скажу номер этого бисера. Номер этого бисера 42038. Вообще этот бисер я увидела в наборе эспрессо от Mill Hill, который я вышивала этим летом. И тогда мне этот бисер очень понравился. И когда я начала думать насчет третьего варианта вот для этой работы, я сразу вспомнила про этот бисер. Мне очень хотелось вот его сюда использовать. И я изначально думала, что будет у меня просто вот один цвет нитки вот этой 3021 и вот этот бисер. Но затем чисто на пробу я заказала в шелковой нити, потому что у нас Леонардо закрыт и нельзя сходить посмотреть. Я заказала на пробу вот такую ниточку. Это Color Variation от DMC, цвет 4000. Давайте еще положу вот так вот, потому что у меня здесь есть вот намотанная. Может быть, там будет лучше видно. У нее очень интересная такая расцветка. Здесь есть и коричневый, и синий такой, очень напоминающий 930, которым я вышивала первый раз. И в то же время здесь есть элементы, которые, вот посмотрите, сегменты в этой нитке есть, которые пересекаются с ниткой 3021. То есть вот здесь вот этот вот элемент, и вот здесь вот, да. Ну вот видно вот хорошо. Надеюсь, что видно. И мне показалось, что это идеальное сочетание вот этих, ну, вот этого Color Variation и вот этого цвета DMC, потому что это будет очень гармонично смотреться за счет вот общего элемента, да, за счет какой-то общности. Будет то, что их объединяет, и вообще в целом будет связывать всю работу.
И таким образом я решила, что у меня будет основной цвет 3021. Для больших слов, ну типа как вот здесь вот у меня слово peace, да, но оно у меня еще не довышито, оно вот оно. Для больших вот слов, которые здесь season, love и так далее, у меня будет использоваться вот эта нитка Color Variation 4000. Для всего остального в основном у меня будет использоваться 3021. И для акцентов вместо вот этого, вернее не для акцентов, а вместо вот этого бордового цвета у меня будет идти полностью бисер. То есть все, что вышито здесь бордовым цветом на схеме, у меня будет вышиваться бисером. Так, решила я, что удобнее мне будет показывать с рук. Такая все-таки большая рама, большая работа. И в тех условиях, в которых я снимаю, мне, конечно, показывать ее неудобно. Вы, кстати, видите сейчас, как меняется цвет основы в зависимости от того, как я поворачиваю телефон. Конечно, очень тяжело такие работы снимать, потому что в них, ну, чтобы понять вообще, какой этот сюжет, да, вернее, цветовое решение, ну, вот эти все малейшие изменения оттенков, они, ну, получаются довольно критичные иногда. Так что сейчас будет основа выбеливаться по мере приближения, зато нитки передаются, в принципе, вот, ну, практически так, как они есть. Единственное, что, конечно, у меня искусственное освещение, потому что ни погода не шепчет вообще и не светит. В общем, как вы можете видеть, я использую вот эту нитку Color Variation на большом слове, да, и также она у меня используется вот здесь вот в рамке, и вот здесь вот листочки я решила ей вышивать, вот здесь вот эти вот листочки, вот эти элементы все у меня бисерные, может быть вот так вот посмотреть, да. И вот эту вот эти вот загогулины все, они у меня вышиваются цветом 3021. И, собственно, вот так я буду и вышивать эту всю рамочку. То есть в плане рамочки я уже полностью определилась, как у меня и что будет. И поэтому мне немного стало скучновато ее вышивать, потому что я уже, ну, творческий момент исчез, да, то есть я уже знаю, как и что дальше будет. И поэтому, конечно, тут просто надо терпение и вышивать ее. А вот здесь вот по тексту для меня до сих пор как бы, ну, и до конца, да, будет сюрпризом, что и как у меня будет дальше, потому что тоже я где-то буду какие-то слова все-таки, ну, большие слова, конечно, я буду вышивать вот этой ниткой Color Variation, но вот здесь вот в цветочек я вышила тоже вот эти вот листочки вышила Color Variation. Вот эти вот слова вышиты цветом 3021. То есть, видите, вот эти вот сегменты вот темные, да, и вот эти, они похожи. Вот этот вот сегмент похожи с цветом 3021. И за счет этого получается, ну, такое очень гармоничное сочетание. Вот сейчас удалила, вернее, отдалила камеру, и цвет основы лучше передается, но сами нитки смотрятся поярче маленько, чем сейчас на камеру. В общем, вот такая вот красота у меня получается. Мне очень нравится это решение. Это прям вот то, что действительно мое, то, чего мне действительно хочется на данный момент. Потому что какие-то ванильные решения сейчас, ну, это не то, что не то, чего просит моя душа. И даже вот это решение с, ну, второго варианта, да, с основом нуга 3021 и вот тем подбором бисера и так далее. Да, оно красивое, но вот даже оно сейчас мне не соответствует, хотя я не могу сказать, что оно там сильно ванильное, сильно зефирное, но вот даже оно действительно сейчас не то, чего я хочу. Во время монтажа этого видео я заметила, что в том кусочке, в котором я вам показываю близко работу, все-таки все засвечено. Когда я начинала снимать это видео, было еще достаточно светло, но пока я снимала, пошел снег, потемнело, и поэтому качество, конечно, стало гораздо хуже, и цвета передавались вообще далеко не так, ну, достаточно темно, в отличие от того, что есть в жизни. Поэтому сейчас я просто вставлю вам фотографии, сделанные вблизи при ну, таком нормальном, естественном дневном освещении. Вы можете посмотреть, как все-таки эта работа выглядит вживую. Очень мне, конечно, обидно, что так складываются обстоятельства, что
нет достаточного освещения, чтобы показывать эту работу, но надеюсь, в дальнейшем, когда буду ее снимать, будет получше со светом, будет получше с погодой, и я смогу показать эту работу в ее полной красоте. Ну и хочу показать вам свою организацию процесса. У меня все организовано вот в таком деревянном подносе. Он такой очень фактурный, очень красивый, черный. Я же говорю, меня в последнее время тянет на что-то такое готичное, винтажное, вот с чем-то таким. Не знаю почему вдруг, но очень меня сильно на эту тему тянет как-то. И что у меня здесь лежит в этом подносе, мне очень удобно, я его просто вот так вот беру, приношу куда-то, так как у меня нет стационарного места для вышивки, и поднос этот оптимальных очень размеров, сюда все хорошо помещается, ну, по крайней мере, для этого процесса, ну и, в принципе, для других, я так прикидываю, тоже все будет отлично. Здесь у меня снизу лежит схема, ну, те листы, которыми я не пользуюсь. Вообще в этой схеме всего 9 листов. И, соответственно, 2 листа у меня сейчас прикреплены непосредственно на раме, потому что я на них вышиваю. Вышиваю сейчас пока на одном листе, но потом буду скоро переходить на второй, и поэтому тоже его отсюда достала. Лежат у меня здесь нитки. Вот эти нитки 3371, они у меня здесь лежат, потому что ну, лежали они вместе с тканью, и я не стала убирать, так как думала, что буду снимать видео и буду вам показывать. Везде у меня, конечно же, шерсть. Ну, когда живешь с 3 котами, то шерсть в твоем доме — это, как говорится, приправа. И их я сейчас уберу после того, как закончу это видео. Вот эти ниточки у меня останутся в работе. Также лежит у меня вот еще одна нитка, вот эта Color Variation, вот здесь вот у меня она намотана. Вот в этом органайзере у меня бисер, который я использую. Также еще вот здесь вот немножко в пакетике лежит. И еще у меня есть в остатках от Милхила тоже этот цвет. Не знаю, хватит мне этого или нет. Сейчас, кстати, вот этот вопрос еще хочу обсудить. Ну и тут лежат у меня магниты, которые я использую, ножнички. И завела вот такую вот бумажку, на которой буду писать, сколько ниток я потратила. Потому что очень интересно, сколько ниток уйдет. Вообще я знаю, что некоторые девчонки вышивают сэмплеры, ну не только девчонки, вообще вышивальщицы и вышивальщики, да, используют для сэмплеров нитки гамма, потому что они дешевле, а расход ниток на сэмплеры просто огромный идет. Но так как я сэмплеры вот такого размера вышиваю редко, то я решила, ну, вышивать все-таки DMC. Думаю, один раз я такое вышиваю. Ну, может быть, не один, да, но может быть, я еще первое послание к Коринфянам вышью, потому что схема у меня есть. Но в любом случае, в общем, я решила использовать DMC, плюс как бы вот Color Variation, вот такой, да, в гамме ты уже явно не найдешь. И по поводу ниток. Пока я потратила, вот я здесь записала, да, что полностью у меня ушла половинка цвета 3021, которая у меня была вот намотана на этой бобинке. Когда-то я ее, ну, покупала, да, то есть это не то, что я сейчас купила. И вот она у меня уже вот тут чуть-чуть осталась, израсходовалась. И вот здесь у меня лежат, получается, 5 мотков. Но я думаю, что 5 мне не хватит, и мне однозначно не хватит вот этих 2 мотков. То есть я вам показывала уже, сколько я вышила. Давайте еще раз покажу. То есть вышила я вот столько, да. А у меня уже нет половины мотка вот этого Color Variation, при том, что я не все здесь вышивала этим Color Variation. То есть сами понимаете, насколько много тратится ниток. Но сейчас подруга делала заказ в шелковой нити и заказала также на меня еще 2 нитки вот этих Color Variation и 2 ниточки вот таких. Но я думаю, даже этого мне не хватит, и нужно будет заказывать еще. Но это уже буду чуть попозже смотреть. И буду записывать в итоге, сколько у меня ниток на это все дело потратится. Каких-то сроков по поводу того, как вообще я хочу вышивать эту работу, сколько по времени, когда ее закончить и так далее, вообще никаких сроков не ставлю. Как она будет идти, так и будет идти. Если
мне не будет хотеться от нее отрываться, то я не буду ничего другого начинать и буду ее вышивать. Но если мне захочется, я спокойненько начну что-то в параллели, да, небольшое. Потому что все-таки работа большая, а мне очень сложно вышивать большие работы вот от начала до конца. Мне хочется на что-то переключаться, потому что я все-таки устаю, когда вот одно и то же, одно и то же. Мне хочется немного разнообразия, а здесь, конечно, мне безумно нравится то, что я выбрала. Мне кажется, что все хорошо друг к другу подходит, но в то же время это всего 2 цвета нитки, да, и 1 цвет бисера, и ну, ты будешь просто уставать, да, от вот этой, ну, такой какой-то цветовой монотонности. Поэтому, если вдруг что-то захочу начать, то начну, ну и, конечно же, вам покажу. И хотела я вообще показывать всю эту работу во влоге, но так как у меня очень большая предыстория к ней, не знаю, на сколько минут вообще выйдет это видео, и все нужно рассказать. Ну вот, потому что непростая такая судьба у этой работы, поэтому решила все-таки сделать отдельное видео, такое первое, да, по этой работе. Ну а в дальнейшем вряд ли буду выпускать по ней отдельные видео, скорее всего, также буду где-то во влоговых форматах ее показывать, но, в принципе, поживем, увидим, как что будет складываться, не будем загадывать, да. Надеюсь, вам было интересно меня послушать сегодня, интересно было посмотреть, что я тут навыдумывала. Всем желаю вышивального настроения, вышивального вдохновения. У меня оно сейчас есть, потому что я очень довольна тем, что я выбрала. И на этой волне, конечно, мне хочется продолжать эту работу, потому что меня подстегивает интерес, а как же будет, ну очень хочется посмотреть. Вообще, когда сам что-то придумываешь, то это очень сильно мотивирует тебя вышивать и продвигать свою работу, потому что нет таких отшивов, ты не мог это увидеть ни у кого и не можешь пойти там в интернете погуглить и найти такой отшив. Он есть только у тебя в голове, и тебе хочется посмотреть на него уже вживую своими глазами, и это, ну, очень сильно мотивирует и подстегивает. Так что пока у меня очень такой бодрый настрой с этой работой. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи, чтобы этот 3-й отшив у меня завершился успехом, чтобы работа у меня была готова. Ну, желаю вам всего хорошего, вышивального настроения. До новых встреч и пока-пока.